Родос – один из центров эгейской культуры, остров рыцарей и настоящая драгоценность Средиземноморья. Остров получил свое название от возлюбленной Гелиоса нимфы Родос. Родос имеет поразительно богатую историю, которая получила отражение во многих уникальных и древних памятниках. Благодаря своему стратегическому местоположению между Средиземным и Эгейскими морями, Средним Востоком и Египтом, остров обладает богатой историей. Заселенный еще с доисторических времен, он стал важным морским торговым перекрестком. Во времена рассвета минойской культуры, X век до нашей эры, на острове появляются критяне-тельхины. По легенде, темнокожие люди с грубой внешностью, которая была связана с их ремеслом обработкой металлов. Местные жители принимали их за магов и чародеев. 2 века спустя на остров приплывают первые микенцы, ахейцы и дарийцы. В этот период на Родосе строятся акрополи, города ограждаются стенами. На протяжении 7 века до нашей эры 3 города-государства Родоса – Линдос, Камерос и Ялисос – объединяются в военный альянс, а также создают колониальные поселения на территории Средиземноморья. В VI веке до нашей эры на острове правит Клеовул, один из 7 мудрейших правителей древности. Спустя 100 лет родосцы выходят из Афинского альянса. В 408 году до нашей эры, согласно плану архитектора Ипподама Милецкого, закладывается первый фундамент древнего города Родос. В это время на Родосе активно развиваются торгово-экономические отношения, а в политическом плане остров пытается любыми способами обеспечить свою независимость. Создаются новые альянсы на более выгодных условиях с афинцами и спартанцами. В период правления Александра Македонского родосцы выступают на его стороне, но после его смерти они становятся яблоком раздора между его преемниками. В конечном итоге Димитрий Полиаркет, завоеватель городов, сын Антигона Одноглазого, напал на остров. Осада длилась в течение года, завоеватели использовали мощные военные силы. 400 кораблей, 40 тысяч всадников, многочисленных пехотинцев, специальные технические приспособления, но так и не смогли покорить Великий Родос. Военное оборудование, которое захватчики побросали при отступлении, местные жители продали и на вырученные средства построили знаменитый колос Родосский, одно из 7 чудес света. Во II веке до нашей эры Родос входит в военный альянс с римлянами, вследствие чего Дилос объявляется беспошлинным портом. Позднее, в 42 году нашей эры, остров был завоеван и разграблен римским полководцем Гаем Кассием Лонгином. В 395 году нашей эры остров становится частью Византийской империи, в 653 году покоряется арабам, а в 1046 году генуэзцам. Завоевание Родоса рыцарями-госпитальерами произошло в 1306-1310 годах. Рыцари-госпитальеры во главе с великим магистром Фульком де Вильяре высадились на острове летом 1306 года и быстро захватили большую его часть, за исключением города Родос, который остался в византийских руках. Император Андроник II Палеолог послал подкрепление, которое позволило городу отразить первые атаки госпитальеров и упорствовать, пока город не был захвачен 15 августа 1310 года. Госпитальеры перенесли свою базу на остров, который стал центром их деятельности, пока он не был захвачен Османской империей. 20 декабря 1522 года завершилась полугодовая третья осада крепости на острове Родос, предпринятая войсками османского султана Сулеймана I Великолепного и закончившаяся полным изгнанием с острова рыцарей-госпитальеров. Турки правят на острове практически до 1912 года, когда в ходе турецко-итальянской войны эти территории получает Италия. Битва за остров продолжается и дальше. До Второй мировой войны остров контролируют итальянцы. После войны он попадает под протекторат Великобритании. Британцы учли заслуги Греции в ходе войны, а также тот момент, что сами жители острова выказали желание к воссоединению с греками. Сегодня это один из самых красивых греческих островов, имеющий много достопримечательностей и памятников мировой истории.